Дорогие рукодельницы, перед тем, как приступить к вязанию бактуса, я расскажу о материалах, которые буду использовать. Я буду вязать бактус из пуха норки. Это пряжа китайского производства. Буду использовать две пушистые ниточки и одну дополнительную ниточку. Здесь моточек 50 грамм. И в нем, по-моему, 350 метров. Да, состав 80% пух норки, 20% полиамид. И вот такая вот пушистая ниточка. Буду использовать 2 клубка и 1 моточек дополнительной нити. И крючок у меня номер 4. Под видео в описании я ставлю расход пряжи, сколько у меня ушло мотков, сколько грамм вам потребуется на вязание бактуса и какой он получится размера. Начинаю вязать бактус. Бактус начало будет в правом углу, если смотреть на него с лицевой стороны. И мы будем вязать к центру, удлиняя ряды, и затем к левому ряду от центра, к левому углу, точнее, от центра, будем ряды укорачивать. И в начале необходимо набрать цепочку из 3 воздушных петель. Делаем на крючок начальную петлю и набираем 3 воздушные петли. И плюс 4 петля, это петля для подъема, для начала вязания первого ряда. И ряды мы будем вязать пышной резинки из соединительных столбиков или глухих столбиков с накидом. Для вязания таких столбиков делаем на крючок накид, вводим крючок в полупетельку и затем разом провязываем все петли с крючка. Первый ряд это 3 таких соединительных столбика с накидом. Вот, провязав 3 столбика, соединительных столбика с накидом или глухих столбика с накидом, поворачиваю работу, набираю 1 петлю подъема для вязания второго ряда, и в этом ряду мы будем удлинять ряд еще на 4 петли или 4 столбика. Смотрите, теперь вяжем столбики, вводя крючок за вторые полупетельки, и по предыдущему ряду, то есть вяжем 3 соединительных столбика по столбикам первого ряда, вводим крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда, и в конце набираем 4 воздушные петли и плюс еще 1 петля, это будет петля для начала вязания уже 3-го ряда. И в 3-м ряду в обратном направлении вяжем 7 глухих столбиков с накидом. Если у вас расслаивается ниточка, как у меня, то нужно внимательно вязать. Смотрите, чтобы у вас ни одна ниточка не слетела при вязании столбиков. Провязываем здесь 4 столбика по набранным воздушным петлям и еще 3 столбика по столбикам предыдущего ряда. Лучше всего считать столбики при вязании каждого ряда, чтобы не сбиться в узоре. Закончив 3-й ряд, начинаю вязать 4-й ряд, делаю 1 воздушную петлю подъема. В этом ряду вяжу столбики по столбикам предыдущего ряда, но вяжу на 1 столбик меньше. Крайняя петелька остается не провязанной, и она будет формировать пико по краю бактуса. Итак, в 4-м ряду провязываю 6 соединительных столбиков с накидом.
или глухих столбиков с накидом. Вот не довязав одну петельку до края, делаю следующую петлю подъема для вязания 5-го ряда и в обратном направлении вяжу тоже 6 соединительных столбиков с накидом. Начинаю вязать 6-й ряд. В 6-м ряду будем делать прибавление по краю бактуса. Прибавления будут выполняться через каждые 3 ряда. То есть мы сделали прибавление во 2-м ряду. Теперь будем делать прибавление по краю ряда в 6-м ряду и далее в 10-м, в 14-м и так далее. То есть в каждом 4-м ряду. Начинаю вязать 6-й ряд и здесь провязываю по столбикам предыдущего ряда 6 столбиков с накида и набираю 4 воздушные петли плюс 1 петля для подъема следующего ряда. То есть цепочка 5 воздушных петель в конце ряда. Итак, я провязала 6 столбиков и набираю 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваю работу и теперь в обратном направлении в 7-м ряду провязываю 10 соединительных столбиков с накидом. Сначала 4 столбика по цепочке, по набранной цепочке воздушных петель и еще 6 столбиков по столбикам предыдущего ряда. Я закончила вязать 7-й ряд. Как вы видите, вот здесь верхний край бактуса, и здесь нижний край бактуса, и вот будут образовываться вот такие пико в местах прибавлений вот внизу этих рядов. Поворачиваю работу и в 8-м ряду, чтобы вот сделать в конце ряда пико, здесь провязываю 9 соединительных столбиков с накидом, то есть не довязываю до конца ряда одну петельку, и в 9-м ряду тоже 9 столбиков в обратном направлении. Вот я закончила 8-й столбик. Получается, 1 петля не довязана до конца, 1 воздушная петля и 9 столбиков в обратном направлении как раз до края вязания. И здесь у нас будет ровная сторона. Начинаю вязать 10-й ряд и в 10-м ряду вновь делаю прибавление в конце ряда. 1 воздушная петля. Здесь по ряду провязываю 9 столбиков и в конце набираю 4 воздушные петли для удлинения ряда и плюс 1 петля для начала вязания уже 11-го ряда. Закончила вязать 10-й ряд, поворачиваю работу, начинаю вязать 11-й ряд и здесь провязываю 4 соединительных столбика с накидом по набранной цепочке воздушных петель по 4 воздушным петлям и плюс 9 столбиков уже по полупетлям столбиков предыдущего ряда и ввожу крючок вот за вторые полупетельки и довязываю до ровного края бактуса этот ряд. К началу вязания 12-го ряда получился вот такой уголок. Вот вы видите, образуются вот такие пико
в местах прибавлений каждого ряда. И далее в 12 ряду у нас уже в 12 ряду уже нужно провязать 12 столбиков, не довязывая вот одну петлю до края. Но с этого ряда я начну вывязывать ажурный рисунок волн. В предыдущем видео я показывала, как вязать красивый ажурный рисунок с волнами, но немножко изменила при вязании бактуса этот узор, но принцип его вязания остается тем же. Кто хочет посмотреть, как вязать разными вариантами узор с волнами, смотрите и в подсказке, и в описании под видео оставляю тоже ссылку. И начинаю вязать раппорт узора волн с половины раппорта. И для начала набираю одну воздушную петлю, и здесь провязываю в начале 3 столбика, соединительных столбика с накидом. И далее на 6 петлях буду вывязывать такую ажурную волну. Как вы поняли, ширина раппорта узора у меня будет составлять 6 петель. И для этого я провязываю в начале столбик с одним накидом. Далее 1 воздушная петля. Петельку по ряду пропускаю, в следующую провязываю столбик с накидом. 1 воздушная петля. Петельку по ряду пропускаю, провязываю столбик с одним накидом. Если посчитать, то сейчас у меня провязано в ширину 5 петель. И делаю 1 воздушную петлю. Здесь пропускаю петельку и провязываю 3 столбика, соединительных столбика с накидом. И заканчивается 12 ряд. Это получается первый ряд от узора с волной. Далее я волны буду формировать через каждые 2 ряда соединительных столбиков. То есть я сейчас в 12 провязала узор волны. Далее я буду провязывать в 16 через 3 ряда после ряда, в котором сделана именно прибавка, то есть или удлинение ряда. Поворачиваю вязание, начинаю вязать 13 ряд, и в 13 ряду 1 воздушная петля и провязываю 12 соединительных столбиков с накидом за вторые полупетельки предыдущего ряда. Я закончила вязать 13 ряд, начинаю вязать 14 ряд, и в этом ряду делаем удлинение ряда. Как обычно, в конце ряда провязываю 4 воздушные петли плюс 1 для подъема следующего ряда, то есть 12 столбиков по ряду, 1 воздушная петля, как всегда начинаем ряд, и вяжем в начале 12 соединительных столбиков с накидом и в конце ряда 5 воздушных петель. Закончив вязать 14 ряд, поворачиваю работу и в 15 ряду провязываю 16 соединительных столбиков с накидом. То есть это будет 4 столбика по цепочке воздушных петель по 4 воздушным петлям и 12 соединительных столбиков по столбикам предыдущего ряда. Начинаю вязать 16 ряд, и в 16 ряду нужно вывязать ажурный рисунок волн. И смотрите, волны нужно располагать всегда в шахматном порядке. Если в предыдущем ряду при вывязывании узора мы вначале вязали 3 соединительных столбика, затем ажурную волну, то здесь нужно начинать с центра ажурной волны. И для этого я набираю для начала ряда
3 воздушные петли на высоту столбика с одним накидом. Далее из первой полупетельки вяжу столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, петлю пропускаю, в третью петельку столбик с одним накидом. Далее вяжу по ряду за вторые полупетельки 6 соединительных столбиков с накидом. И здесь в конце у меня остается 6 петель, тоже хватает на вывязывание одной волны шириной 6 петель. Вяжу столбик с накидом, 1 воздушная петля, пропускаю петлю в следующую, вяжу второй столбик с накидом, 1 воздушная петля, пропускаю 1 петлю, вяжу столбик с накидом. И в конце вместо воздушной петли делаю соединительный столбик с накидом. 1 воздушная петля, поворачиваю работу и начинаю вязать, получается, 17 ряд. И в 17 ряду в обратном направлении вяжу 15 соединительных столбиков с накидом за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда. Начинаю вязать 18 ряд, и 18 ряд вновь удлиняем в этом ряду ряд на 4 воздушные петли. То есть я делаю в начале 1 воздушную петлю, провязываю 15 соединительных столбиков по полупетлям предыдущего ряда, и в конце ряда набираю 4 воздушные петли и плюс 1 воздушная петля для начала вязания следующего ряда. Перехожу к вязанию 19 ряда. Кстати, заметьте, что этот ряд будет вязаться уже от края нижнего к верхнему краю, и этот ряд будет проходить по изнанке. После цепочки 5 воздушных петель я в этом ряду провязываю 19 соединительных столбиков с накидом. 4 столбика проходят по 4 воздушным петлям и 15 по столбикам предыдущего ряда. Перехожу к вязанию 20 ряда. Набираю в начале 1 воздушная петля, и в 20 ряду, который состоит из 18 столбиков, будет из 18 петель, мы будем вывязывать узор волны. И в начале вывязываем пол раппорта соединительными столбиками. Смотрите, если здесь были столбики с одним накидом в начале, то следующий ряд с волнами начинаем с соединительных столбиков с накидом. И провязываю пол раппорта 3 соединительных столбика с накидом. Далее идет полная волна. На 6 петлях провязываем столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля. Через петлю вяжем второй столбик с накидом. 1 воздушная петля, через петлю вяжем третий столбик с накидом, 1 воздушная петля, и через петлю вяжу уже соединительный столбик с накидом, первый, и всего здесь провязываю 6 соединительных столбиков с накидом. То есть в начале волна идет из высоких столбиков, и здесь из низких. 4, 5, 6. И остается до конца ряда. Здесь мы ряд не довязываем на 1 петлю, но на 3 петли нам необходимо вывязать половину ажурной волны. Поэтому провязываю столбик с одним накидом,
1 воздушная петля, и в конце ряда получается тоже столбик с накидом. Хотя здесь можно и заменить в конце, чтобы не было вот такого некрасивого края. Все-таки я заменю в конце на соединительный столбик с накидом, чтобы край был не сильно такой рыхлый. 1 воздушная петля, и перехожу на вязание 21 ряда. В 21 ряду в обратном направлении вяжу 18 соединительных столбиков с накидом, ввожу крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда. Начинаю вязать 22 ряд. 22 ряд идет по лицевой стороне, и в этом ряду мы делаем удлинение в конце ряда, провязывая цепочку из 4 воздушных петель плюс 1 петля сразу для начала вязания нового ряда. Делаю 1 воздушную петлю, и здесь вяжу 18 соединительных столбиков с накидом по столбикам предыдущего ряда, и, как я сказала, в конце ряда набираю цепочку из 5 воздушных петель. Довязала 22 ряд, в конце ряда выполнила цепочку воздушных петель и начинаю вязать 23 ряд. В 23 ряду вяжу 22 соединительных столбика с накидом. Вначале провязываю 4 соединительных столбика по 4 воздушным петелькам, которые были набраны в конце ряда, и плюс 18 соединительных столбиков по столбикам предыдущего ряда. И здесь вводим крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда и вяжу столбики до ровного края. Перехожу к вязанию 24 ряда, и этот ряд идет по лицевой стороне, и в нем мы будем формировать ажурные волны. В этом ряду мы не довязываем 1 петельку до конца ряда, всего будет 21 петля в этом ряду, и начинаем вязать ажурные волны. Смотрим на предыдущий ряд с волнами. Смотрите, здесь мы начинали с соединительных столбиков, значит нужно вязать волну со столбиков с накидом. Набираю 3 воздушные петли, и здесь провязываю в начале половину волны, 1 столбик с накидом, 1 воздушная петля, и второй, пропустив 1 петлю, провязываю второй столбик с 1 накидом, и все. Далее вяжем 6 соединительных столбиков с накидом, то есть волна пошла вниз. Располагаем волны в узоре в шахматном порядке. Провязав 6 соединительных столбиков с накидом, вяжем следующую волну. Столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля, пропускаем петлю, второй столбик с 1 накидом, в начале провязываем накид и вершину столбика, 1 воздушная петля, третий столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля, и далее, пропустив петлю, следующую вяжем соединительный столбик с накидом. То есть идет следующее повторение: 6 соединительных столбиков с накидом, и на этом ряд будет завершен. Всего будет провязано 21 петля, и 1 петелька как раз не довязана до края
предыдущего ряда, в котором мы делали прибавление, и остаются вот такие вот небольшие пико. Далее набираю одну воздушную петлю, поворачиваю ряд, 25 ряд, провязываем 21 соединительный столбик с накидом в обратном направлении. Получается, этот ряд идет у нас по изнанке от нижнего края к верхнему ровному краю бактуса. Перехожу к вязанию 26 ряда. Этот ряд вновь идет по лицевой стороне. 1 воздушная петля подъема и провязываю 21 соединительный столбик с накидом по столбикам предыдущего ряда. И в конце ряда делаю удлинение ряда на 4 воздушные петли плюс 1 воздушная петля, сразу набирая для начала вязания следующего ряда. То есть всего цепочка 5 воздушных петель. Перехожу к вязанию 27 ряда. В 27 ряду вяжу 25 соединительных столбиков с накидом. Провязываю 4 столбика по цепочке воздушных петель, которые мы набирали в конце ряда, и 21 столбик соединительный столбик с накидом по столбикам предыдущего ряда, и вводим крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда. И получается, вяжем этот ряд изнаночный, идет от нижнего края к ровному верхнему краю бактуса. Начинаю вязать 28 ряд. Этот ряд проходит по лицевой стороне. Всего в этом ряду будем провязывать 24, то есть он состоит из 24 петель, так как одну петлю до конца предыдущего ряда мы не довязываем, чтобы сформировать вот такой вот пико. И в этом ряду вывязываем рисунок волн. Как я и говорила ранее, смотрим на предыдущую волну. Здесь был столбик с одним накидом, значит, начинаем вязание рисунка волн со соединительных столбиков с накидом. И вначале провязываем 3 соединительных столбика с накидом. Далее вяжем высокую волну, столбик с накидом, 1 воздушная петля, столбик с накидом через одну петлю, 1 воздушная петля, 3 столбик с накидом, 1 воздушная петля, и через одну петлю начинаем вязать 6 соединительных столбика с накидом. Далее вновь вяжу высокую волну, столбик с накидом, 1 воздушная петля, через петлю столбик с накидом, 1 воздушная петля, через петлю столбик с накидом, 1 воздушная петля, и в конце ряда как раз идет 3 соединительных столбика с накидом. Количество петель и столбиков в ряду 24. 1 петля до конца предыдущего ряда остается недовязанной, как я и говорила. Начинаем вязать новый ряд. 1 воздушная петля, поворачиваю работу, и в этом ряду провязываю 24 соединительных столбика с накидом и вводим крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда. И этот ряд идет по изнанке. Далее, друзья, как вы поняли, 4 ряда постоянно повторяются. Идет каждый один лицевой ряд, в нем ряд удлиняется на 4 воздушные петли, но по сути ряд узора удлиняется на 3 петли.
То есть один лицевой ряд мы удлиняем бактус, ряд бактуса. Через как бы следующий изнаночный ряд просто соедините столбики с накидом. И следующий ряд провязываем узор с ажурными волнами. Заметьте, что волны располагаем в шахматном порядке и расширяем узор. То есть добавленные петли мы, конечно же, включаем в узор. И таким образом я вяжу бактус до нужной ширины и нужной длины до центра. Вот с такими расширениями. Друзья, кому нужно подробное описание по рядам, сколько петель в каждом ряду вязать, я составляю подробное описание, которое будет в печатном виде, и это описание будет на платформе Boosty за символическую цену 200 рублей. Переходите и покупайте доступ к описанию этого бактуса. Дорогие рукодельницы, я провязала бактус до середины. И сейчас я уже начинаю вязать 90 ряд. И в 90 ряду это будет первый укороченный ряд, в котором я сокращаю количество столбиков в ряду на 3 столбика. И так далее каждые 4 ряда буду укорачивать ряд на 3 столбика. Сейчас подробно покажу, как дальше продолжать вязание. А пока покажу, какие получились размеры. Бактус в самой широкой части получился около 33 сантиметров. И в длину до середины он составляет примерно 65-68 даже сантиметров. Если вам нужно бактус связать длиннее и вы хотите, чтобы он в самой широкой части был еще большего размера, то продолжайте вязать до нужного размера, увеличивая ряды, а далее уже будете бактус завершать вторую половину, укорачивая ряды. Каждый раппорт узора укорачивается на 3 петли. Как я и говорила, я провязала до 90 ряда с увеличением раппорта узора. В 90 ряду начинаю раппорт узора, который идет на сокращение. И вот последний раппорт узора я провязывала 69 соединительных столбиков с накидом. И в 90 ряду уже провязала 66 столбиков, соединительных столбиков с накидом. И до конца ряда я не довязала 3 петли. Поворачиваю работу, делаю одну воздушную петлю подъема и в обратном направлении вяжу 66 столбиков с накидом. Получается, я провязываю столбики от нижнего края бактуса вверх. Я закончила вязать 91 ряд, начинаю вязать 92 ряд. И в этом ряду буду вывязывать рисунок волн. И плюс в конце ряда сделаю пико, вот те же самые пико на краешках ступенек, которые мы делали при прибавлении узора. И начинаю рисунок волн. Здесь смотрим, что у меня в предыдущем рисунке я начинала вязать со столбиком с одним накидом, значит здесь начинаю вязать узор с 3 соединительных столбиков с накидом. Далее начинаю вязать полный раппорт узора, вяжу волну, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, через петлю столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и далее через петлю вяжу 6 соединительных столбиков с накидом. Итак, этот раппорт я повторяю 5 раз и в конце ряда еще на 3 петлях провяжу половину волны. Я заканчиваю вязать 92 ряд. Здесь осталось 3 петли.
И по узору после 6 соединительных столбиков вяжу половину волны. Здесь я провязываю столбик с накидом, 1 воздушная петля, и на последней петле вяжу соединительный столбик с накидом. Провязываю сразу накид и петлю с крючка. И в конце этого ряда мне также нужно сформировать пико. Для этого я набираю 1 воздушную петлю плюс 1 воздушную петлю для начала вязания следующего ряда. Поворачиваю вязание и начинаю вязать 93 ряд. Вначале провязываю соединительный столбик из дополнительной воздушной петли в конце ряда и далее 66 соединительных столбиков с накида по столбикам предыдущего ряда. В следующем ряду, то есть это 93 ряд, в 94 ряду начинаю повторение, как с 91 ряда, то есть это будет новое повторение раппорта, и мы будем вывязывать новый укороченный ряд, и до края вязания получается 93 ряда я не буду довязывать 4 столбика. То есть здесь я не довязывала 3 столбика, так как здесь я не сделала пико, хотя здесь тоже можно сделать пико. А здесь не довязываю 4 столбика, то есть 1 петля это пико и 3 столбика на укорачивание узора. Итак, я буду вязать бактус, укорачивая каждый 4-й ряд и сокращая постепенно узор на 3 петли. Будут вывязываться вот такие ступеньки. Теперь будут идти они на убыль по второй половине бактуса. И буду я вязать, соответственно, и узор волн, пока у меня как бы количество петель не сократится до минимума.